Раз, два, три. Друзья, привет! Сегодня у меня, может быть, такой покажется необычный эфир, но я решил все-таки его сделать, хотя сегодня не среда. Но на всякий случай я проверю заодно мои настройки, которые я обновил в своей творческой студии. У меня сегодня здесь немножко по-другому все расположено. Надеюсь, что звук будет хороший, и вы напишите в комментариях, что вообще как. Так, я пока что-то вообще не вижу, что трансляция идет. Идет она или нет, никто не знает, потому что новые настройки, все по-другому. Я сейчас вот смотрю на своем канале, у меня тут должно было быть трансляции, но я пока ничего не вижу. Так, давайте еще раз посмотрим. Еще раз запустим. Во, вроде идет. Вроде идет. У меня сегодня здесь совсем другие настройки. Так, со звуком что-то странное. Сейчас я проверю еще раз. А вы напишите в комментариях обязательно, есть ли звук. Так, сейчас проверим. Да, у меня стоит по умолчанию. Сейчас, наверное, будет. Заодно вы оцените вот стандартный микрофон. И все-таки вот здесь поставил сейчас камеру моей веб-камеры. Ну, у него такой объемный звук, но я думаю, что он не лучше, чем вот такой микрофон, который я использую, внешний. Должно быть получше слышно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Специальный микрофон измерительный. О. Сейчас переключимся. О, вроде работает. Вроде работает. Я сейчас отправлю ссылку в наш телеграм-чат. Сегодня мы поговорим о жанрах фотографии и о мифах, связанных с камерами, применительно к этим жанрам. Наверняка, может быть, кому-то это будет интересно, может быть, не понравится, мы удалим это все. Поэтому сейчас я отправлю еще в нашу группу Telegram. Кто не знает, в описании канала, в принципе, все это есть. Поэтому вы можете зайти, посмотреть, что мы там, чем мы там занимаемся вообще, фотографы, горе-фотографы. Ну и самобытный канал, который основал Фавионыч уже много лет назад, уже прошел. И начнем мы сегодня с вами с чего? Начнем мы с вами с моих рифмоплетов, я бы так сказал. Вчера у меня такое снизошло, и я решил записать некий стих. Но это не стих, это такое рифмоплетство, друзья. Но я все-таки решил вам зачитать его. Хотел сначала записать это голосом Однолицева, за который, кстати, мы голосуем вот здесь вот внизу. Ссылка для возвращения Однолицева. Поддержите Фавионыча, и мы его вернем на постоянной основе, чтобы он смог существовать. А я вам прочитаю этот стих, который так или иначе связан с жанром фотографий, с камерами, ну и мое видение вообще. Стих называется «Пардон, Фавион». Вот так вот он называется. Значит, глаза мне придется вот так вот держать. Но, во всяком случае, может быть, это будет неким таким подведением итога этого года. Хотя год еще не закончился, у нас только началась зима, снег валит. Интересно, сегодня получил комментарий на мое видео, когда я снимал с пленочной фотоаппаратом рекорда. Ходил там, замерзал. Ну, в общем, здесь все в этом стихе. Итак, друзья, стихотворение «Пардон, Фавион», которое я написал вчера. Ну, сегодня его закончил. Я всем вам скажу по секрету. План индустрии, ушедший в сон. Адептов ИИ разрушу в щепки. И тех, кто пленки ждет похорон. Из нас вдруг делают умалишенных. Об этом, конечно, знал и Платон. Победившие спят слаще побежденных. Это человеческий закон.
Вирус фотографии и камер, матриц, пикселей и зумов миллион разгулялся по планете с нами, чтобы очистить для искусства трон. Хватит тут стрелять очередями. Канонисты скажут, что за гон? Вверх поднимет выше ваше знамя. Как же, как не спорт-аттракцион? Магнума стиль монотонной забавы. В стрит-фотографии так много икон. Черным по белому пишет исправно Лейка, Хасель, Ролей, Фуджинон. Вижу птиц я, крылья яркие в дубраве, но они не знают бой сторон. Как тут не узнать, скажите сами, Никона пейзажный перезвон? Свадьба в разгаре, и гости устали. Локон невесты упал на балкон. Чтоб музыканта запомнили дамы, есть Сони свидетель. Он без панталон. К чему это все, если ты не фотограф? Пусть скажут, ты просто японский шпион. Отвечу я вам, как ни прискорбно, днем и ночью не дремлет китайский дракон. Что же завтра будет с нами? Молодежь все грузит в свой смартфон. Я скажу вам, Sigma знает, линзы видит и iPhone. Сколько бы новинок не пускали, Байера решеток Мегагон, Фавионыч вместе верен с вами фотоаппарату с Фавион. Этот стих вчера мы написали не для тех, кто жаждет похорон, молодым, чтоб сразу узнавали странный, лучезарный Фавион. Вот такой стих, друзья. Так что вот, напишите в комментариях, это мое рифмоплетство, до каких путей она дойдет. А поводом к сегодняшнему видео я считаю выход некого такого в пространство мнения, и оно муссируется многократно. И я хочу от вас получить комментарий, друзья. Является ли действительно принадлежность к какой-то камере признаком жанра? И зачем раздуваются эти мифы, зачем эти мифы потом умирают и зачем появляются вновь? Для каких же тем, для каких же жанров, есть ли такое правило, что есть какая-то камера для определенных жанров? И почему Фавион? В настройках YouTube творческой студии на YouTube сейчас изменились алгоритмы. Вчера я как раз попробовал их испробовать. Появились заглавный лист основной. Я тут долго думал, что же его сделать. И все-таки пришел к выводу, что раз уж канал фото F1 Фавионыч, Фавионыча знают уже многие, я все-таки привязал плейлист с Фавионом. И посмотрим, как это будет дальше действовать. Ну и, соответственно, этот лист имеет какую-то такую пирамидальную структуру. Заодно проверим, друзья, насколько тема Фавион камер, и не только ДП, она будет вам интересна. И вообще, что вы по этому поводу все думаете? Я сегодня буду листать это все здесь. Постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну и заодно, может быть, посмотрим, что получится у нас с этой трансляцией. Я не буду долго затягивать, но мы с вами посмотрим, что же нам по этому поводу говорит вообще Sigma и что вы считаете в жанрах важным. И есть ли действительно какое-то жанровое предпочтение в марках. Основанием будем брать мой вот этот рифмоплет, как говорится. О, это у меня новая подсветка. Новая оранжевая подсветка. Контровая. Она может быть
слишком яркая, но я сейчас попробую ее настроить. Я уже рассказывал про эту штуковину. Мне было интересно ее посмотреть в разных вариантах. Вот она может ярко светить, совсем ярко. О, и очень ярко. Сколько у нее там? 8 ступеней, да. 8 ступеней. Но у меня сегодня это в варианте оранжевого фильтра. Оп. Давайте вот так вот сделаем, посмотрим, что будет. Что будет из этого? Ух, я аж ослепился сегодня. Полностью. Да. Теперь ослепился так, что камера не наводится, да? Камера не хочет наводиться. Камеры не хватает света. Ну, свет всегда можно добавить, это не вопрос, это не проблема, как говорится. Итак, друзья, давайте все-таки пробежим плавно по тому, что нам говорит по этому поводу интернет. Что ж такое-то? Не хочет она фокусироваться. Она была ослеплена, наверное, своим присутствием. Итак, друзья, что же нам говорит наша замечательная Википедия по поводу категорий жанров фотографий? Винтаж, научная фотография, архитектурная фотография, астрофотография. Ну и видите, огромное количество список. Викторианский безголовый портрет, гуманистическая фотография, документальная, интерьерная, инфракрасная, модная, мыслеграфия даже есть такая, натюрморт, низкий ключ, ню, пейзаж, пикторализм, полироид арт, портрет, посмертная фотография, предметная, проклятое изображение. Ой, то, что туда добавляет информацию, то я вообще иногда читаю, удивляюсь. Свадебная фотография, спиритическая фотография, спрятанная вообще какая-то жуть. Субъективная фотография, судебная, туристическая, уличная, фотоарт, фотографии в стиле ню, фотографии еды, фотожурналистика, фотоимпрессионализм, эротическая. Некоторые, конечно, вещи вызывают у меня много всяких интересных вопросов. Собственно говоря, вы сами все это можете посмотреть, но все это, почему я хотел об этом поговорить, потому что на самом деле все вот эти разграничения, во-первых, они ограничивают вас как автора, во-вторых, ставят всегда в какие-то рамки. Рамки, конечно, это всегда плохо. Это всегда отвлекает от, собственно говоря, задачи фотографа найти свой жанр, найти свой стиль, найти свой подстиль, как бы, и в результате получить какой-то, не то что даже портфолио, а получить точное абсолютно позиционирование вашего жанра. И здесь одним из инструментов, я уже многократно об этом говорю, является Flickr. Площадка, на которой я присутствую с 2017 года, и за это время я множество записал видеороликов, которые смотрят, которые разбирают, которые являются подспорьем людям, которые только начинают свое путешествие в мир фотографии. И по моему мнению, все-таки я считаю, что эта площадка обладает неким преимуществом, позволяющим молодому фотографу или начинающему, или человеку, который давно занимается фотографией, но пока еще не знает, что же, куда же ему идти, какой же жанр все-таки выбрать. И как это работает? Самым простым способом это, конечно, можно в поиске забить или жанр, или выбрать в разделе Explore тренды, выбрать какие-то жанры. Но проще всего, конечно, забить. И, например, открыть стрит-фотографию. Само сообщество, оно англоязычное, но оно использует все практически языки. Более того, сам движок, он достаточно аккуратно сделан, поэтому вы можете отсмотреть и то, что вы пометили свои фотографии в жанре стрит, ну и те фотографии, которые уже не принадлежат вам,
и являются, скажем так, частью сообщества фликера. Кроме этого, вы можете, если забьете это в английском языке, например, да, ну, проще всего, наверное, будет сделать, да. Почему, скажешь, Иванович вообще со стрита начал? Можно было не со стрита начать, можно было начать с чего угодно, там, с пейзажной фотографии. Можно найти и группы по интересам стрит-фотографии, например, да. Ну, тем более можно посмотреть по объему, например, групп этих будет множество, но судя по количеству, вот, например, здесь 26 тысяч человек, здесь 29 тысяч, да, там миллион почти фотографий, 700 тысяч. Там есть, конечно, уже группы, которые имеют полузакрытое существование, не в том смысле, что они как бы запрещенные, а в том смысле, что там нужно определенный уровень получить для того, чтобы попасть в эти разделы. Соответственно, ну и видите, то, с чего мы начали, есть какие-то группы, которые ориентированы на конкретные именно камеры. И почему я написал это стихотворение? Как раз из-за того, что есть некое предубеждение, что Canon, например, самые быстрые камеры годятся для всех жанров, для всего прочего, и для пейзажа, и для стрита, но есть какие-то определенные сложившиеся философские такие направления, которые говорят о том, что репортажные фотографии в основном раньше пользовались марками Canon. Да? История Canon, я думаю, что многие знают, откуда все это произошло, как это выросло, так же, как и история компании Zeiss, как она превратилась в Contax, да, в дальнейшем. Ну и легендарная лейка, которая мы можем тоже посмотреть, что же снимает, например, на лейку. Ну или что же снимает на Phase One, да, компания, которая относительно недавно появилась, но благодаря компании Mamiya, благодаря компании Sinar, развилась в такое направление, которое сделало эти камеры очень интересным для пейзажных фотографий в первую очередь и для портретистов. Средний формат. Но, видите, есть все-таки сообщество, которое Canon стрит фотографии. Да? Вот о чем здесь можно говорить? Перемалывать из пустого в порожнее, да? Смотреть какие-то стрит-фотографии постановочные, стрит-фотографии не постановочные. Или все-таки посмотреть что-то из того, что отбирает лента Explorer, о которой я постоянно разговариваю, что каждый день 500 лучших работ от авторов отбирается в ленту Explorer. Ну и на сегодняшний день Explorer алгоритм очень совершенен, он учитывает вашу активность, он учитывает ваш уровень, поэтому на верхушку никогда не попадают какие-то совершенно случайные. Ну, за редким исключением, я об этом как раз рассказывал, что недавно был день, как раз весь Explorer был из новичков, у которых там 50-100 просмотров фотографий, он был вот таким образом сделан. Тем не менее, это все-таки ранжированная система, которая позволит вам увидеть именно с помощью не каких-то специальных школ, а именно с помощью роботизированной системы и сообщества с фотографов, которые здесь находятся. Их на самом деле в Explorer больше 100 тысяч уже Explorer, представляю, те люди, которые попадали. Ну а смотрят, конечно, Flickr это миллионы людей. Я уже рассказывал в моих роликах, как это ранжируется. 10 миллионов, миллион, 100 тысяч, кто попадает в десятку тысяч, ну и вершина это около 1000 человек регулярных авторов, которые живут в этом сообществе и делают для него максимально возможным. Тем не менее, вот эти ограничения жанровые, да, и какие-то некие такие принципы, которые заложены. Вот видите, Canon EOS 7D. Стрит-фотография, да, такая непростая фотография, она, видите, непростая. Почему? Потому что на первый взгляд кажется, что человек есть бутерброд, на самом деле в бутерброде тут лежит некая вещь, да, которая связана в том числе и с фотографией, да. Ну, здесь можно увидеть какой-то смартфон внутри. Поэтому вообще Лукас, если говорить об авторе Лукас Джекет,
достаточно давно во Flickr, и его работы крайне интересны, своим собственным стилем он уже обладает. Основной его стиль это, конечно же, стрит-фотография, он регулярно туда попадает, но и нельзя сказать, что он снимает только одной камерой. Или только в одном жанре, там, в цветной фотографии. Ну, также есть и черно-белые. Мне больше нравятся его черно-белые работы, хотя, ну вот сегодня, видите, сегодня вот именно в таком варианте, в цветном. Как же скажете вы, ну вот, многие предпочитают лейку камеры, да, и есть сложилось некое такое мнение, что камера лейка для стрита идеальна. Это было в момент, когда были пленочные фотографии, тем не менее, даже в то время многие из известных авторов предпочитали марку Contax. И я считаю, что эти камеры гораздо интереснее, чем камера Leica. Я сам снимал Киевом в 90-х годах и считал, что эти камеры, если конструктивно сравнивать Contax, то, что аналог Киев, и Leica, то, что аналог FET или Зоркий, да, то есть можно сказать, что имея возможность общаться и снимая этими камерами, я все-таки остановился на Киеве, потому что та конструкция, которая в нем была, и та плавность затвора, она, конечно, меня потрясала. Тем не менее, есть люди, которые до сих пор считают Leica лучшей камерой и пользуются им. Да? Но вот сложился такой некий миф, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Если этот миф действительно правдив, то по какой причине люди перешли с тех же цифровых леек, например, на Canon? Таких людей множество. Или наоборот, может быть, этот миф продолжает свою жизнь, и недавние новости о том, что Leica возобновила производство камеры Leica 6, да, можем посмотреть их сайт, посмотрите, это новая старая камера M6 линейки M, которая вновь получила новую жизнь, да, и по какой причине возврат пленки? Почему все производители вышли уже из этого? По какой причине они это сделали? Вернулись опять на пленку, опять первая Leica, да? Почему это произошло? Напишите в комментариях, что вы по этому поводу. Это последний вздох компании, о чем я писал в своих стихах, да? Или все-таки возврат пленки он будет? Рано или поздно, в ближайшее время или позже, но он произойдет. Листая ленту Explore сегодня, конечно, я говорю о том, что многие авторы уже узнаются, и даже не надо открывать название, да, ну вот мастер с греческой фамилией снимал все время в черно-белом минимализме. Тео Кефалополос, я про него рассказывал, у него практически все фотографии в жанре минимализма. И до последних недель практически все, что он делал, было черно-белое на протяжении многих лет. Вы можете полистать и посмотреть. Кстати, недавно тоже слышал такое мнение не одного человека по поводу перехода в такое настоящее искусство фото. И почему одним из вариантов перехода является пейзажный минимализм или пейзажная абстракция. Я тоже сторонник такого мнения и могу сказать, что это верное решение. Если вы хотите подняться над обычным скучным пейзажем, то один из вариантов это с помощью минимализма или абстракции какой-то пейзажной, которой я тоже занимаюсь. Но вот видите, две последние работы, две крайние работы, это автор, они цветные. То есть видно, все-таки что-то произошло в понимании человека, и что-то он увидел, что и в цвете, если с ним аккуратно работать, если работать с колористикой, работать о чем я говорю, с палетами, да, как говорится. Привет, Илья. Я сегодня такой спонтанный домашний стрим, просто прочитал стихи, и мнение о привязанности именно жанров к определенных марок фотоаппаратов. Меня эта тема не то, что она волнует, но я вижу, что поскольку мы живем сейчас в такое время, когда все стремительно меняется, и меняется именно структурно, я бы так сказать,
Какие-то компании выстраивают четкую абсолютно стратегию именно в жанровых предпочтениях камер и рекомендуют эти камеры для съемок определенных жанров. Какие-то компании, наоборот, считают, что их камеры абсолютно универсальны. Ну, например, взять тот же самый Canon или Fuji. Но есть те, которые все-таки не считают ограничением. В этом стихотворении, которое я написал, там было про Nikon, да, вы помните. Но могу сказать, что линейка Z, которая вот Илья Курочкин наверняка знает больше про это, чем я. Тем не менее, я вижу, что линейка Z используется не только пейзажными фотографами. Стрит-фотография также представлена. Но самое интересное, что в связи с тем, что эти камеры, конечно, продвинулись в съемке видео, получается такой, видите, уход в сторону моей тематики, да. То есть я про видеосъемку вообще не хочу говорить. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Съемка фотокамерами на видео для меня всегда казалась чем-то таким странным, да. Но тем не менее, несмотря на то, что компании крупнейшие видеопродакшена выпускают до сих пор видеокамеры полноценно, та же самая Sony, несколько камер, тот же самый Arri, кого еще перечислить, так, Blackmagic, ну и всех остальных, Red, я все-таки тенденцию эту вижу, и то, что происходит с фотокамерами, поскольку они становятся полувидеокамерами, для меня все-таки та философия марки Sigma, которая выбрана была с самого начала, как только начал этой компанией руководить, знаете кто, я считаю, что это наиболее успешный проект в сегодняшнем современном мире. И то, что камеры Sigma FP позволяет сделать из этого устройства полноценную уже кинокамеру, да, видеокамеру. Благодаря чему? Благодаря тому, что в линейке этих Sigma есть специальные линзы для кино. И несколько лет назад я говорил о том, что в планах тогда еще президента было выпустить вот эти классические объективы, которые всем известны, без покрытий. И я тогда на это акцентировал внимание, что это небольшое предложение, которое он произнес. Многие считали, что это был блеф. Но тем не менее, выход множества фильмов, особенно из последних, если брать Maverick, да, Top Gun, можно посмотреть даже на Sigma в ссылке, то, что в этих фильмах снимали этими линзами, без покрытия. Для чего? Для того, чтобы была возможность увидеть некое пространство в кино, которое было в старых оптических системах без покрытия. Это было очень давно. Плюс контровая съемка, плюс съемка в очень интересных световых эффектах. Вот эти объективы, которые выпускаются в том числе и на заказ, вот они, классик. Вы можете подробно почитать, что вообще это такое и почему это настолько интересно. Что дальше? Дальше я уверен, что компания Sigma выпустит аналогичные объективы без покрытий, и он об этом говорил, для фотокамер. И вот тогда начнется самое интересное, самое веселое. Ну, скажете вы, ну как же, без покрытий, без многослойных покрытий, без специальных, современная оптика в боковом или в контровом свете снимать в принципе не может. Но это на самом деле только одна сторона медали, потому что при правильно выставленном свете, при определенном навыке фотографа, все эти проблемы могут быть решены. Как я в сторону ушел, да? Вообще, конечно, чрезвычайно интересно смотреть на то, что происходит сейчас в вот этой фотоиндустрии, и что, собственно говоря, нам
преподносят, какие сюрпризы преподносят нам сами производители. Пауза, да? Но давайте вернемся все-таки к камерам. Вернемся к камерам, которые выпускает компания Sigma. Несмотря на то, что Фавионыч, вы понимаете, что канал был создан для того, чтобы поддержать направление выбранной компании Sigma Favion, и такие камеры до сих пор выпускаются, их можно купить не только на вторичном рынке, но и на первичном. И линейка камер DP Quattro, она продается. Наиболее интересная для лично меня это DP1, DP0 Quattro. И камеры, которые системные, так называемые, так, беззеркальные. Ну, вы знаете, что несколько лет назад линейка FP была дополнена камерой FPL с более крупной матрицей, имеется в виду по плотности элементов, да, 60 мегапикселей. Тем не менее, та информация в интернете, то огромное количество фотографий, которые есть во Фликере, притягивает к этим камерам все больше и больше внимания, тем более, что ценовая группа этих камер очень низкая. Так что эти камеры, как говорится, не оставят вас без панталон, как я говорил сегодня в моем стихотворении. Почему эти камеры вытесняют множество других производителей до сих пор, и эта линейка не прекратит свое существование, судя по тому интервью недавнему, которое я разбирал у президента Sigma. По какой причине вот эти кирпичи, ненавистников которых стало гигантское количество, как со стороны канонистов, никонистов, сонинистов, панасониконистов, фудживодов и прочих, и прочих. А как раз потому, что эти кирпичики позволяют вам превратить ваш инструмент в тотально универсальную штуку, которая может летать. И в недавнее вступление компании DJI в концерн L, так называемый Альянс, я об этом говорил, что это абсолютно не случайно. И мы с вами стоим сейчас на пороге того явления, когда я уверен, что компания Sigma преподнесет нам очередной сюрприз. И это не только Favion, который все ждут, Full Frame Favion, но те из вас, кто уже попробовал почти близкий к Full Frame Favion, это так называемый SD Quattro H с размером элемента, который очень близко к Full Frame, ну он в принципе как раз стоит на границе между APS-C, так называемой матрицей, и Full Frame. Те, кто попробовал, несмотря на то, что эта камера не является, хотя здесь указано X3, да, Quattro, верхний слой там крупное количество элементов, дальше поменьше, но тем не менее сменная оптика линейки Sigma сюда присоединяется. По какой же причине столько лет прошло, а Favion до сих пор Full Frame не вышел? Мы это разбирали с вами, говорили о проблемах, которые связаны именно с технологическим решением и с тем, что рынок камер совершенствуется, а разработка столь сложной технологии многослойной матрицы, где я уже говорил, что один из слоев имеет 2 микрона, другой там 4, по-моему, 7 микрон, то есть это размеры. Если брать 30-50 микрон толщину волоса, вы должны понимать, что это размеры уже близкие к волновым эффектам.
Поэтому это чрезвычайно дорогущая технология, это гораздо сложнее, чем любой байеровский датчик. Или даже специальные датчики, которые для инфракрасной съемки, для прочих. То есть в полном мере можно сказать, что это научные камеры по технологическому своему заряду. Тем не менее, жанровое предпочтение Sigma, я уверен, что их нет. Да, невысокая скорострельность, да, невысокая возможность съемки при, я имею в виду классический Фавион, при низком освещении. Кто смотрел мои ролики про ВПС и смотрел мой альбом ВПС съемки, это система объединения ячеек в общее поле без потери сигнала, без необходимости какой-то фильтрации. Кто видел эти фотографии, все понимает о чем. Недавно компания Apple представила новые телефоны, 14 iPhone, где эта технология объединения ячеек тоже была показана. Никакого упоминания на Фавион не было, никакого упоминания вообще на какую-либо параллель с другими компаниями тоже. Это было преподнесено как собственная разработка. Тем не менее, эта разработка имеет отношение к другим компаниям. И к той проблеме, которая сейчас интересует всех. А именно то, что технологическая вся система фотографии уперлась в качество оптики. Дальнейшее уменьшение размера матриц приводит к тому, что нужно полностью пересматривать оптические системы. Даже несмотря на то, что компания, та же Leica, выпустила оптику, где нет ни одного элемента неосферического. Даже с учетом того, что в последних линейках Nikon вышел объектив, в котором 3 элемента из флюорита. Вы знаете, что это такое. Это материал, который превосходит все существующее обычное кварцевое стекло. То есть это элемент, который имеет запредельные характеристики по цветопередаче и цветопередаче. Тем не менее, все равно дальнейшее повышение разрешения матриц на этом формате, на формате Full Frame, так называемый 24×36, не приводит к увеличению качества. Кардинально его можно решить только тем путем, которым пошел Фавион. Второй способ – это использовать другого принципа оптическую саму систему. Использовать тех технологий, за которые были получены Нобелевка много лет назад. Я об этом не раз говорил. Но, по всей видимости, судя по документам компании Sony и других, эта технология будет реализована только в смартфонах. В обычных классических камерах они не будут реализованы. Ираклий написал, если камера летает, то это не всегда прогресс. Ну, как сказать, в некоторых местах они уже не будут летать. Насколько я знаю, уже подписан закон, согласно которому в данный момент летать над Москвой и Московской областью уже нельзя. Поэтому, что же касается предпочтений других компаний, да, напишите в комментариях, что, по вашему мнению, вы считаете, если бы вы выбирали, например, пейзажную фотографию, какую камеру бы вы выбрали, лично вы? Цель, в принципе, этого сегодняшнего стрима как раз получить обратную связь. И какие аргументы, на основании каких аргументов вы бы сделали такой выбор? По каким принципам вы бы выбирали камеру, например, для пейзажной фотографии, для свадебной фотографии, именно фотографии, не видеографии, для съемки макро, для тех жанров, которые мы с вами сегодня озвучили. И есть ли все-таки какая-то общая черта, которая позволила бы вам нарисовать идеальную камеру для ваших нужд? В том случае, если вы не определились с жанрами, или все-таки вы считаете, что жанровое предпочтение до сих пор существует для фотоаппаратов, для именно производителей самих, и они на самом деле имеют под собой какие-то веские основания.
Можно ли сказать о том, что, зная какой-то жанр, нужно выбирать конкретную камеру? Или все-таки на данном этапе развития фотографии это уже не имеет такого ключевого значения? Кстати, по поводу тоже интересной такой вещи. Вы знаете, что я периодически говорю, напоминаю об одном фотографе Джакоб Коэна, да, который снимает сейчас на iPhone, хотя до этого момента он снимал и лейками, и прочими камерами. Сегодня, по-моему, во Фликере он тоже где-то был с этой фотографией. Почему же фотограф, который занимает достаточно высокую позицию в жанре стрит-фотографии, перешел и часто снимает на телефон? По каким причинам? Как раз причины с этим связаны. С тем, что качество камер и технологический прорыв, который произошел в последних телефонах, привел к тому, что эти устройства стали востребованы, в том числе и стрит-фотографии. Не только в связи с тем, что они на них просто все снимать, и в том числе из-за того, что потребителями такой фотографии являются соцсети, ну, как и Flickr, можно сказать, что это тоже соцсеть. Но из-за того, что дает возможность увидеть реальности, как работают системы-помощники для таких фотографов, как это все, к чему это все приводит. По какой причине такой пристальный интерес к вот этим камерам. Сейчас я покажу эту работу. Но у него сейчас они в одном стиле. Это велосипедисты. Велосипедистки в основном. Сегодня у нас, видите, Canon EOS R5. Опять возврат к камере. Классической камере, можно так сказать. Ну и 70-200, да. 70-200. Классический зум, который практически все выпускают компании. И Nikon, и другие. И позволяет быстро все это сделать. Так вот. Основной вопрос и основной посыл, который я сегодня хочу, чтобы дошел до вас, это все-таки, есть ли какое-то жанровое предпочтение в камерах или нету. И насколько место занимает в вашем мире вот такие работы, которые выполнены и снимали ли вообще на крупный формат, на средний формат, на пленку. Вот. Кот Шредингер, известный тоже мастер, снимает на старые объективы, на старых камерах. И есть ли возможность получить что-то подобное на современных цифровых камерах? Мое мнение, ответ – да, можно. Подтверждение тому и комментарии к моим фотографиям, к фотографиям тех людей, которых я интересуюсь, и в том числе и, конечно, Фавион. Ну вот, видите, можно прочитать. Октоскоп 13/18, камера 5/7 дюймов, фотопан сотка на 50. Ну, в оригинале проявлено. Так вот, есть ли какой-то универсальный принцип, который позволил бы нам сказать, что такие камеры уже не существуют универсальные, или наоборот, все камеры стали универсальными? Я все-таки склонен к тому, что вот это временное такое положение вещей, когда многие камеры стараются сделать универсальными, приведет все-таки к распаду на определенные жанры, и появятся линейки, которые строго, четко следуют за жанрами. Но я лично вижу в этом положительную какую-то сторону. Или же все-таки все хотят универсальности, все хотят сделать абсолютно прибор для всех жанров, что, по моему мнению, невозможно сделать. R5 это мовитон, круче всех, у кого iPhone. Если на цифровую камеру поставить старый мутный объектив, то можно о чем-то говорить. Ну, такие тенденции есть. Вы знаете, что фотографы, энтузиасты
и фотограф-любители в моем понимании, это люди, которые хотят нечто больше получить, чем профессионалы, экспериментируют и ищут какой-то свой творческий потенциал, реализацию. Они как раз экспериментируют, в том числе со старыми линзами, и не только со старыми линзами, и со старыми камерами. И вот, если получится, сейчас я покажу вам автора, у которого множество групп, и недавно у него появилась совершенно новая камера. А можно, кстати, посмотреть через комментарии, найти его. Этих людей немного, которые создают собственные фотоаппараты, но они всегда были и всегда будут. Сейчас мы его найдем. Сейчас мы его найдем. Да, можно, в принципе, кстати, через подписчиков можно найти. У меня не так их много, на которых я подписан. Сейчас мы его найдем. Найдем. Не подготовился, да, скажите? Я не могу найти. Как же так? Вот он. Ну и заодно напишите, что это такое вообще. Что за жуть? И что это такое? Недавно как раз получил комментарий, Ираклий мне писал по поводу двух объективных или циклопов, так называемых. Вот посмотрите, что сделал человек. Чудо-юдо. Кому интересно будет, просто потом на паузу поставите и прочитаете, что это такое, зачем он это сделал. Эта камера снимает на пленку. И вот я ждал, когда же будут первые кадры с этой камерой. В принципе, он уже несколько сделал. Вот, можно посмотреть. Что за жуть, да, для кого-то. Ну, для некоторых показателем качества является какие-то разделенные элементы, да, между тенью и светом, какие-то технические миры, которые накладываются. Для меня же всегда фотография являлась не просто сочетанием отдельных элементов, а все-таки это форма, это все-таки это свет и тень. И поэтому эти эксперименты, они не просто так делаются. Люди тратят свое время вот на эти такие странные весьма эксперименты. Ну вот классическая камера, да, Nikon. Но почему они вот тратят столько времени на то, чтобы сделать вот что-то такое необычное? Чтобы получить вот такую картинку, наверное. Ну, друзья, я вопросы основные задал вам, и все-таки хочу получить от вас комментарии, потому что рассусоливать сколько долго на эту тему я не хочу. Цель была, в принципе, задать вам вопрос, есть ли все-таки тенденция такая, что все будет универсально абсолютно одинаковым, или фотопроизводители распадутся на сегменты, которые поделят между собой Nikon, Canon, если останется Fuji, ну, соответственно, Sigma, Leica, Alliance, Panasonic. Или все-таки это придет к одному, что будет борьба только за то, чтобы выжить
в связи с тем, что все перейдет в смартфоны и все останется там. Если это действительно так, или все-таки это неверно, не будет такого, не случится. Мне опять сегодня заглючил экран. Я думал изменить настройки будут побыстрее, но по всей видимости нет, все-таки не получается. Так вот, все-таки, кто победит? Победят смартфоны или все-таки есть надежда, что L-Альянс, а я на это надеюсь, так же как Илья, вот Илья написал Sigma Top, я верю в Sigma Альянс, в L-Альянс так называемый, куда входит Leica, Panasonic и Sigma. О, я переключился. Я переключился. И все-таки здесь будет над чем подумать, во-первых. Во-вторых, по моему мнению, все-таки кинообъективы и фотообъективы это совершенно разные вещи. Поэтому то, что в L-Альянсе присутствует теперь не только кинообъективы, но и дрон-производитель, и производитель с самым большим количеством камер в мире, это компания DJI. Как ни странно, эта компания выпускает больше всего фото-видеокамер. Ни Leica, ни Panasonic, ни Canon, а DJI. Плюс к этому вы знаете, что в линейке DJI сейчас обновление. Появился третий Classic Mavic, который убрал лишнюю камеру, остался с одной камерой. Плюс к этому, я думаю, что мы увидим что-то, что сделают с Air. Я уверен, что на этом все не закончится. L-Альянс не включал в календарь Sigma. Позоры. L-квадр. Ну, а в остальном, конечно, могу сказать, что, ну, лично мое мнение, что вот эта выдержка такая с Фавионом, много лет уже, не обновление линейки, нету Фавиона до сих пор. Я думаю, что в этом году подтверждение президента о том, что такой прототип уже будет испытан, именно в полном кадре. А в следующем году, наверное, загадывать мы не будем. Давайте доживем до 2023 года. И все-таки я надеюсь, что это произойдет. Что же касается видео направления, то по моему глубокому мнению, вот это системные камеры в ту степень, в которую пошла компания Sigma, а другие компании не пошли туда. Хотя недавнее появление Sony говорит о том, что они тоже прекрасно понимают, что рынок они сдавать не хотят. И выпуская какие-то компактные системные камеры, до сих пор они это делают, у них это все получается. Плюс выпуск вот этой камеры, которая с поворотами. Я этой камеры помню, что лет 5-6 назад я смотрел, есть такой производитель, который делает профессиональные проекторы, большие Барка. И вот когда они мне показали эту камеру на выставке, которая вертится во все стороны, зумится, там все нормально, все хорошо. Но это было давно, это был, по-моему, я не помню, 15-16 год. Тогда на 200 тысяч стоило. Я так думаю, ну так дорого. Сейчас это уже недорого, потому что сейчас уже такие камеры пересекли черту, потому что блогеров большое количество, службы слежения и умные города, умные всякие машины, они требуют таких камер. Но этот рынок, он развивается. И в отчете компании Sony, например, там огромный сегмент этот, гигантский. У Panasonic тоже это гигантский сегмент специальных камер, там инфракрасных. Самое главное, кинооптика идет на PL. B нет. Переходник LPL есть, но для несложных везет и так все хорошо. Да. Что такое PL, B нет, я уже забыл и даже не помню. ПВЗ сила, но не то. Так вот, друзья, все-таки я хотел бы, чтобы вы написали в комментариях к этому видео, кто посмотрит в записи, чем вы руководствуетесь при выборе камеры или руководствовались, когда выбирали свои камеры, если у вас там было множество камер.
И какое все-таки направление в развитии фотокамер вы считаете верным? Какая компания идет в этом пути, в этом направлении правильно, по вашему мнению? На меня, например, удивило то, что выпустил Pentax, да? Хотя я уже эту компанию давно похоронил. Честно говоря, был удивлен, что они что-то до сих пор выпускают. То же самое про Olympus, да, то есть мое мнение, что медицинская компания, которая в этом имеет очень большие, серьезные наработки, что она все-таки не отпускает фоторынок и пытается что-то сделать до сих пор в этом 4:3 матрице. Тем не менее, энтузиасты есть этого формата, и поддержка этого формата Panasonic тоже о многом говорит. Ну, видно, все-таки они понимают, что есть какой-то сегмент, и есть какое-то направление, и вынашивают не только планы, но и реализацию этих устройств, которые люди покупают эти вещи. Пыльмаунт, крепление для кинообъективов, да, пыльмаунт. Устройство с камерой будет все дальше абстрагироваться от человека, то есть от ненужного мешка с костями. Абсолютно согласен, я даже не сомневаюсь, что система автоматической съемки, система управления облачные, это все очень здорово, друзья. До той поры, пока есть лепездричество, можно так сказать. Для той поры, когда работает сотовая связь и прочая связь, которая имеет волновую структуру, имеет радиоструктуру. Поэтому никто не даст гарантии, что эта структура всегда будет работать. Посмотрите историю. Посмотрите историю, за которой вы можете следить в онлайне через сервисы спутники активности Солнца, магнитное поле Земли. Посмотрите, что происходит с пульсациями частоты Шумана. Да? Это частота пульсации нашего магнитного поля. И это то, что сейчас происходит, это тоже глобальное изменение. И это все взаимосвязано. Поэтому, что касается надежности, что касается отсутствия человека в этом процессе, я не согласен в этом плане, потому что человек может остаться, а электроника может не остаться в один прекрасный момент, как это было, помните, в 19 веке, когда телеграфы все сгорели и трансформаторные будки, не говоря уже по какие-то, если бы на тот момент была какая-то электроника, она бы в первую очередь полетела. А там горели провода, телеграфы вышли из строя, все горело ясным пламенем. А это была вспышка не самая большая, хотя в истории фиксации, да, которая официально зафиксирована уже приборами, это была самая крупная вспышка. А прогнозы говорят о том, что эта вспышка будет повторена. Сколько времени, через какое время, будем ли мы свидетелями это в этом десятилетии или в следующем. Но то, что это будет, это так. Потому что это связано непосредственно с нашим основным источником, благодаря которому мы все видим и все существует. Это наша звезда Солнца, которая нас защищает в том числе от внешних излучений других мощнейших источников, этих радиоволн, гамма-волн, всех остальных, в том числе световых, которые нас ограждают от всего этого, да, и защищает нашу планету в том числе своим магнитным полем. Поэтому все это взаимосвязано. Человек часть этого поля, и если говорить уж о структурах, да, то все это полевые структуры. Полевые, можно сказать, не от слова поле, поле русское поле, да, а то, что это поле электромагнитное, еще какое-то. И все эти поля, они тесно связаны. Поэтому с этими полями работают и в том числе и сенсоры. С этими полями работают сами процессоры обработки, сложное устройство. С этими полями работает оптика, которая тоже работает с этими полями. Я не раз говорил о том, что понимая принципы, да, хотя бы основные принципы, которые прекрасно владел Тесла, которыми владеют нынешние руководители крупнейших компаний, которые выпускают в том числе камеры, видеокамеры, фото, они понимают, где ограничения, как эти ограничения, можно ли их обойти, и нельзя никаким образом. И тогда приходится идти в другом направлении. То, что произошло со смартфонами, да, в оптике. Вы видите, как они развиваются. Добавляются дополнительные оптические системы. Их количество увеличивается за счет площади. В акустике тоже есть такое направление, когда можно с помощью множества динамиков, так называемые массивы, да, создать
во-первых, совершенно другую структуру звукового поля, да, плоского поля. Во-вторых, многократно увеличить эффективность, добротность и поднять, расширить динамический диапазон и частотный диапазон. Поэтому здесь то же самое. Такой путь. И оптика, о которой я говорил, новая оптика, где множество элементов, которые атомарные, да, можно сказать, они принимают, каждый элемент принимает. Они сами, эти элементы, монтируются, собственно, на матрицу. Поэтому это вообще другой принцип работы создания систем. Мы скоро это увидим уже в реальных продуктах. Мы увидим не только там Xiaomi, которому пристегивается лейковский объектив, да, который планирует выпустить, а мы увидим вот такую технологию, где в классическом понимании линзы и уже не будет этой линзы, да, можно сказать. Поэтому устройство с камерой все будет дальше абстрагироваться от человека, то есть от ненужного мешка с костями, но я не согласен. Без наблюдателя на самом деле ничего не существует. В правильном направлении идет Olympus. У меня была камера Olympus 5060, магниевая камера. Интересная камера, я долго не решался с ней расстаться. Ввиду того, что RAW-файлы, которые она делала, мне показались наиболее естественными по цветопередаче. Хотя на тот момент уже были и Sony множество камер, и 717 у меня была, и что у меня там еще было? Много чего. Panasonic вышли тогда только, я помню, начали уходить. Но там все печально было с цветопередачей совершенно. Хотя по качеству сборки они были великолепны. Сейчас же я не могу сказать ничего про Olympus, потому что у меня не было этих камер. Но то, что делает великолепную оптику, да, согласен абсолютно. Пузырь человеком. Пузырь человеком. К сожалению, два мешка. Для мешка с костями. Да. Цель человечества сделать киберкоммунизм. Да. Есть такой прогноз, плохой прогноз, киберпанк, да? Ну да. Сейчас в последнее время, кстати, очень много фильмов показывают в этом стиле, в этом жанре, уже так людей подготавливают, что это один из вариантов развития событий. Когда будут все на коленке собирать, техника будет собираться из разных кусочков, электричества нигде нет, все какое-то автономное. Но, кстати, я плейлист сделал про автономные фотографии, и как раз об этом речь тоже идет. И здесь не только пленочная фотография, но и цифровая тоже может быть автономная абсолютно. Ну, для этого нужно какие-то устройства, которые можно сделать автономными. И здесь нам в помощь не только аккумуляторы, всякие системы, связанные с извлечением энергии из тела человека или из там, солнца, если там солнце будет. В общем, все это так печально. Печально, жутко, абсолютно. И я думаю, что там никому уже не будет для того, чтобы какой-то снимать стрит или какие-то свадьбы. Там уже будет техническая фотография, и в том числе специальная фотография, которую я плейлист сделал, я думаю, что тоже будет развиваться. Они, в принципе, развиваются. Для того, чтобы что-то сделать, чтобы какие-то чертежи зафиксировать, скопировать, все это можно сделать не только на основе галогенидов серебра, я уже рассказывал, и цианотипия, и процессы Гершеля, та же самая антотипия. И процессов достаточно много из подручных средств сделать систему передачи изображения, распространения. Это нужно изучать, и я призываю вас, друзья, этими вещами хотя бы знать, что это есть. И хотя бы, чтобы если вы окажетесь в такой ситуации, когда не будет ничего, то вы смогли бы получить изображение. Если вам это требуется, просто жизненно необходимо, то вы это изображение сможете благодаря каким-то простейшим знаниям получить. Из растений, из соленой воды и прочее, прочее. Так что посмотрите ролики, если кому интересно. И вы даже в поиске можете забить, что такое антотип, посмотреть, или посмотреть, как я это делал. По цианотипе огромное количество роликов. Ну и сегодня мне, кстати, Ираклий писал комментарий по поводу вот, проявки в кофеноле. Тоже, кстати, интересная история. Посмотрите ролики мои по кофенолу. Или просто в интернете, как в 90-е годы студенты решили в качестве проявителя использовать кофе. И, в принципе, сейчас это и чай, может быть, и травы, и много других. Поэтому, если есть какие-то запасы пленки или где-то найдены будут в тяжелые времена, вы сможете с помощью таких несложных
растворов, там, чай, кофе, вы сможете проявить пленку. И даже бумагу, кому надо. Игорь Курочкин, подними в то Фуйоныча, таких тем более нигде. Да, у нас мы друг друга смотрим, но мы все идем на самом деле в одной дорогой и в одной упряжке, могу так сказать. Поэтому сейчас не то время, когда нужно кого-то поднимать или кого-то хаять. Это было такое же время на рубеже нулевых, когда разрушено было полностью производство винила по всему миру. Остались там одна фабрика в Штатах и одна в Европе. И то там выпускали там сотнями. А компакт-диск уже себя исчерпал, настолько качество деградировал в связи с этими DSP-процессорами, что не знали, что делать. Не только с хай-эндом, но и с хай-фаем. Считали, что все это загнется. Как вы думаете, кто явился спасительным ангелом для этого всего? Я это все застал, поскольку я с этой средой работаю, с этими системами множество лет. Как ни странно, спасло всех, во-первых, кино, и это первое DVD, потом Blu-ray, второй виток спасения, ну и дальше стриминговая система. То есть вот это то, на чем выкарабкал, даже ламповые системы, которые считали, что они просто загнутся и останутся там в 0,01% спроса вообще всей индустрии. Даже в этом направлении был прорыв, поскольку и винил пошел наверх за счет как раз вот этих старых записей, за счет того, что были созданы ламповые усилители на принципиально другие источники, заточенные на компакт-диски, на новые форматы кино. И я рассказывал о том, что я множество систем делал на ламповых усилителях, кинотеатральных, в том числе в России. Один из немногих, кто этим занимался вообще в мире. Поэтому то же самое, я не сомневаюсь, произойдет с фотографией. Произойдет некая презентация устройства или некой технологии, которая заставит по-новому взглянуть на фотографию, как то, что я писал сегодня в своих стихах. Да? Как еще раз прочитаю, повторение мать учения. Так. Где тут патрон? В начале. Вот. Вирус фотографий, камер, матриц, пикселей и зумов миллион разгулялся по планете с нами, чтобы очистить для искусства трон. Сейчас накинутся, скажут, фотография не искусство, это просто предмет, это просто инструмент или там еще что-то. Настанут времена, когда фотография будет искусство, я не сомневаюсь. Потому что есть, мое такое мнение, что происходят эти процессы везде, но они, поскольку тесно связаны и с технологиями, и с человеком, впервые человек начинает меняться. Ну, не впервые, конечно, но настолько сильно меняться, то есть сама техника начинает делать систему, законы систем, да. То есть третий закон, когда система начинает делать собственные системы и уже выходит из-под контроля. Мы находимся на этой стадии. То есть системы уже осознали себя. Уже существует система полностью закрытая, обучаемая, которые могут сами воспроизводиться. Уже начинается этот процесс. То, что это думают не произойдет, это уже произошло. Забудьте про это. Поэтому, что касается вот этих искусственных интеллектов, системы Midjourney и прочих систем, там, Metaverse, там, мне постоянно приходит со Spatial, да, который я зарегистрировался, он только начался, я туда зашел, сделал там галерею. Сейчас мне постоянно сыпется оттуда, и думали, что это все фигня. На самом деле это не фигня, и уже, скажем так, туда вкладываются деньги, а посыпется это или нет, это уже от нас будет зависеть. Но если мы посчитаем, что вот само все выпадет, само все вылезет, и, собственно говоря, сами компании решат за нас, что выпускать. Вот компания Sigma одна из немногих компаний, которая очень тщательно следит за обратной связью со своими пользователями. И то, что произошло в последние 10 лет, когда дилерская сеть, вот эта дистрибьюторская сеть по всем направлениям
она сжалась и превратилась в то, что клиент– компания, производитель– конечный клиент. В принципе, все эти посредники, по моему мнению, они не нужны абсолютно. Когда система отработана таким образом, что есть прямая быстрая связь, но в том случае, если есть понимание и тесный контакт с самой компанией, и есть механизм, который позволяет человеку рассказать, что ему нужно вообще. Поэтому у нас это пока не работает. Потому что без блогеров, таких как Илья Курочкин, Легос Фото, там, Слава Ванифатьев и прочих, ну, вы их все знаете, кто смотрит, да, не получается. Потому что опыт-то есть, но у меня есть опыт в моей отрасли, да, но кто о нем знает? Это единицы, это десятки, может быть, которые в этой же среде находятся, да. Массовому пользователю этот опыт недоступен. Потому что, во-первых, они барахтаются в чем-то том, что выплескивает масс-медиа. Да? И я знаю, что огромное количество есть блогеров, которые считают себя хай-файщиками, которые, но когда они ничего не делали, они ни одной системы серьезно не собирали. То есть они не собирали сотни систем, тысячи, да? То есть они не проводили там десятки, сотен, тысяч часов с какой-то задачей решения. Но тем не менее они считают, что они могут из фанеры, там, из ГД, там, 4 ГДШ, там, какой-нибудь сделать шедевр. Вот они считают, что это так возможно, да? И что кабель это все говно. И все это не работает. То же самое с фотографией, да? То есть упертые там, вот, 3/4, 3/4, или АПС, фуллфрейм, все остальное ерунда. Фейс-ванна, все остальное мусор. Пленка вообще сдохла, как мне сказал один когда-то фотограф. Пленка умерла, все. Ну, конечно, умерла. Все можно умертвить, как говорится. Поэтому здесь зависит только от того, какой цели вы преследуете, что вам нужно сделать, да? Какой инструмент вы выбираете для этого, соответственно. Поэтому выбор инструмента, и есть ли связь между инструментом и фирмой, да, философией. Почему меня всегда восхищали японцы? Именно в этом ключе. Потому что у них есть некая привязанность к бренду, который Кена Шивата, к сожалению, ныне покойный, да, но один из таких людей, который изменил хай-фай на многие годы. Я лично с ним общался, была возможность. Это человек, который всегда говорил о том, что есть некое притяжение к компании, к бренду. Она должна быть. Но только в том варианте, если сам бренд эту философию знает и несет. Если у него нет этой философии, если нам не говорят правила, по которым это ведется, да, или мы не знаем, что дальше компания будет делать, то такой компании постигает судьба того же Кодека, которых в истории вы знаете. Да. Это первая в мире цифровая фотокамера, созданная человеком, который работал в этом компании. Но компания сказала, что нам это не интересно, нам это не нужно. Потом, когда эти камеры уже начали массово выпускать, я это все видел вот своими глазами. Уже стали выпускать, Sony выпускала, они все смеялись и говорили, что это не будет не продаваться, мы вообще идиоты, вы все эти кретины. Где теперь компания Kodak? Лекарства выпускает, порошочки, батарейки и фонарики. Вот там, где находится сейчас Kodak. Вы представляете, что это такое? Компания, которая выпускала в Германии лучшие в мире камеры Retina, да? Потом сами немцы решили вот этот Велту, которую я боготворил, они решили сделать лучше, чем Kodak Retina, сделали Велту, который реально лучше. Но они на своей территории, где делалось лучшее стекло, как Дрезден, лучшая механика вообще в мире, они допустили туда американцев, и Kodak там для Kodak делали камеры. Это вообще смешно. Но тогда это было не смешно. Вот сейчас может быть точно такая ситуация. Какой-нибудь выйдет китайский производитель, я не сомневаюсь, который заберет все это сверху и будет выпускать там Hasselblad там под маркой или еще под каким-то, без разницы. Выпускать лучшие в мире объективы. Уже это происходит. Уже я смотрю на фликере фотографии благодаря блогерам с китайскими компаниями, которые полностью сами, собственно, выпускают от начала до конца оптические системы. И я смотрю, я не вижу там проблем. Более того, некоторые объективы, которые там больше $1000,
Они реально конкурируют с объективами, которые в 3-4 раза дороже известных компаний. То, что это произойдет, все знали об этом. Точно так же, что рынок квадрокоптеров, там DJI занял полностью этот рынок весь. И недавние события показывают, что применение этих устройств, оно выходит далеко за просто какие-то аэрофотосъемку. Поэтому то же самое с фотоаппаратами. Фотоаппараты появились и получили такие свои возможности из других систем, из других направлений, что они перестали быть просто камерой, которая нажимает кнопку. Они уже следят за глазами, они уже смотрят и оценивают не только по каким-то цвета каким-то, да, параметрам, лидары те же самые. Это все меняет кардинально структуру. И если фотографы будут идти в одном направлении, в сторону фотографии, в сторону того, как вот эту сохранить классическую фотографию, то что-то получится. Если же будет все в разные стороны тянуться, как лебедь, рак и щука, то закончится это чрезвычайно печально. Это может быть остаться один производитель, или там, скорее всего, это вообще даже никому неизвестно останется. И все это закроется, и потом будут вспоминать, какие же хорошие были фотокамеры Olympus, замечательной оптикой. А сейчас остались только смартфоны Xiaomi. Да. Вот все. Кто поднимет упавшее знамя? А поднимет, помните историю айфона, да, как это происходило? Ну, все же застали это, да, то есть у меня был там Nokia Smart, такая штука с кнопками, 77, я не помню какая, она горизонтальная, на ней можно было играть, на ней был блокнот с пером, она выходила в интернет, уже тогда на нем можно было слушать музыку, в папке закачивать. И я все удивлялся. Вот у меня уже стояла на складе сенсорная плита горения. Но были уже планшеты для работы с редактированием, да, вакуума. Я удивлялся, а почему сенсор не делает телефоном? Зачем вот этих миллион кнопок? Это реально многие знали. А нафига? Почему? Уже есть сенсорные технологии, но никто не делает этот отказ от этих жуткого количества кнопок. Ну, для этого надо было все-таки Джобсу показать iPhone. Хотя вы знаете, что и я в том числе ждал, что это будет компьютер сенсорный. И действительно первое изделие было сделано iPad. Но поскольку он посчитал, что это будет непопулярно, что это будет опять узкий сегмент, опять все это пойдет туда же, он все-таки решил выпустить. Тем не менее, вот у меня первое устройство от Apple это был iPod. iPod сенсорный, который настолько сильно меня изменил, и само понятие подкаста от этого слова, да, и, собственно говоря, было понятно, что через несколько лет после выхода айфона никаких телефонов уже не останется кнопочных. Так и произошло. Поэтому, а смысл-то какой мысли? Компания, которая не имела отношения к фотографии, забрала рынок множества всех смартфонов с фото. Компания, которая не имела отношения вообще никакого сторонне, да, к компактным плеерам, забрала весь рынок, в том числе у Sony, которые кричали, орали, что мы первые, никто нас не догонит. Где они сейчас находятся? Даже вот керны вот эти новые, да, которые, или другие компании, которые выпускают там за очень большие деньги компактные плееры, они этот рынок не спасли. Это очень узкий сегмент. А массовый сегмент заняли все айфоны. Точно так же по навигаторам, да, то есть, кто сейчас покупает отдельный навигатор? GPS понятно, что для специальных устройств, да, нужно GPS, покупать специальные GPS устройства, точно. Но недавняя презентация Apple 14 говорит о том, что модули спутниковые, которые поначалу будут только принимать сообщения и отправлять, но я не сомневаюсь, что пройдет немного времени, и эти устройства могут передавать, в том числе и какие-то звуковые данные, может быть, еще что-то. Это очень быстро произойдет. Поэтому в результате что произойдет? Произойдет то, что Iridium и прочие компании подвинутся, причем подвинутся очень сильно. Поэтому
Я уверен, что фотографию именно в техническом данных, технической реализации изменит компания, которую мы сейчас мало знаем, скорее всего. И она, скорее всего, будет из другой источника. Это может быть какой-то фотохостинг, это может быть какое-то медиапространство, или там даже не медиапространство, а метаверс, какая-нибудь площадка, которая сделает нечто касательно продукта, которая сделает фотографию, изменит фотографию. Можно так сказать. Как изменило там появление полироида, как изменило появление цифровых камер, как изменил iPhone фотографию. Ну а теперь будет что-то, что изменит наше понимание, что нужно сделать, чтобы получилась фотография. И я говорил, что один из таких вариантов, это когда человек выбирает на карте место, и дальше это место просто крутится, вертится в метаверсе, да, и вы с разных ракурсов снимаете, добавляете объект. Я об этом рассказывал, по-моему, больше года назад, или даже 2 года назад. Ну вот, оно случилось, друзья. Этот сервис уже есть, он существует. И уже теперь можно, выбирая место, добавлять туда объекты, не находясь в этом месте. Так что вопрос уже стоит не просто о существовании фотографий, а устройство фотоаппарата как такового необходимости. Потому что для того, чтобы сделать такую фотографию, фотоаппарат вообще не нужен. Вот о чем речь. Поэтому по поводу Олега фото, да, что типа человек не нужен. Скорее всего, не только человек не нужен. И камера не нужна, ничего не нужно. Но это уже будет называться фотография. Не фотография, как-то по-другому. Поэтому вот мой проект фотораб, да, фотографическая терапия, он не только для того, чтобы вылечиться от каких-то недугов психологических, но и в том числе о том, что классическая история фотографии, классический процесс фотографии, так же как процесс воспроизведения виниловой пластинки, это культура, это определенный ритуал, это определенное действо, игра. Поэтому это осталось, это пользуется спросом. Понятно, что оно узкосегментировано, оно дорого, оно требует множества времени, но оно дает результат, ради которого все это делают. Это эмоции, это вовлечение в игру, поэтому вот фотография в таком ключе меня полностью устраивает, и я думаю, что Илья очень меня поддержит, что это должно остаться. Во всяком случае, я считаю, что это нужно оставить. Пугинович — это цифровой авангард. Абсолютно. Глоток постмодерна среди технологий прошлого. Ну, почему прошлого? Здесь, может быть, вы имеете в виду то, что я не очень люблю снимать видео, и не очень хочу снимать хорошо видео, несмотря на то, что я закончил киноинженеров. Это действительно меня мало интересовало всегда, хотя мой преподаватель по видео — это один из известнейших людей, на котором практически телевидение мировое стоит. Я, честно говоря, когда учился, Секам и Пала все эти мы разбирали, и машинки эти, которые первые в мире, огромные, целый зал. Кстати, тогда еще в 90-х, по-моему, Panasonic хотела выкупить эту машинку. Ну, вроде настояли, не продали ее, эту машинку, для записи на продольную ленту. Ну, это могу сказать, что это на самом деле тоже автоматически все будет решено, потому что уже появились устройства, благодаря которым я сейчас с вами болтаю, да, видео транслируется. Ну да, свет я не поставил, светом я не занимался специально, ну, потому что к этому не было интереса. Может быть, интерес появится, будет какой-то стимул этим заниматься. Пока такого стимула нет. А поболтать я люблю, как вы поняли уже. Но пока первичные функции нервной системы успешно переведены в камеры, тот же автофокус по предметам и глазам, отслеживание, не говоря уже о функциях определения баланса белого и прочего. Это технически очень простые системы, которые далеки. А вот то, что появились системы, которые начинают по описанию уже создавать объекты, и объекты не просто плоские, а уже объемные объекты, и создавать то, что раньше не было создано, да, то, что является в искусстве в любом, то, что раньше не было создано, новое, непостижимое. Там появляется понятие авторства, там появляется понятие стиля, там появляется понятие искусства. Поэтому новое, для того, чтобы его создать, повторять не получится старое. Нужно создать абсолютно чего-то новое. Но для этого нужно выйти за рамки горизонта вашего восприятия.
Выйти просто так за рамки эти невозможно. Для этого нужно пройти определенные ступеньки. Так же, как вот я объясняю людям, чтобы перейти на тот уровень восприятия музыки и музыкальной системы, когда вам уже не нужны никакие вообще системы, вы можете из любой системы это извлечь или подключиться к ней, да? Но для этого нужно все вот эти ступеньки все равно проходить. То есть у вас не получится перепрыгнуть через одну. Никаким образом. Так же, как в Файоне не получится перепрыгнуть и не имея опыта общения там с нормальными составными системами, световыми схемами, не делая уже свет, вы не сможете это сделать где-либо в другом месте, да? То есть вы не знаете, как это делать, но вы и не сделаете, да? А если вы знаете и не хотите, это уже другой вопрос. Ну, не хочу я. Частично это уже ВНД. Да, фотоаппарат с механизмом автоподзавода, как в часах Rolex. Да, кстати, сейчас из-за того, что интересы сместились в связи с внешними событиями, на рынке вторички стали появляться совершенно запредельно редкие вещи, и в том числе швейцарские компактные секретные камеры, механические, размером чуть больше часов. Раньше эти камеры можно было только в каких-то загашниках, музеях увидеть, так же как трехколесный BMW там, да, в штучном экземпляре. А сейчас на этих машинках ездят люди, можно даже видеть владельцев их. То же самое с вот такими интересными экземплярами. Но это как в 90-е, когда все распродавали, и можно было купить за бесценок какие-то совершенно культурные памятники. То же самое сейчас происходит. Я вот тоже недавно видел человека на Авито, по-моему, коллекцию продавал леек, и коллекцию человек продавал редких камер не серийных и объективов. У меня челюсть отвисла, когда я увидел эти ламовские объективы без номеров. То есть там, ну там просто все. Лейки эти в чемоданах, которые с полным комплектом. Ну там сразу все. Все было, перекупщики сразу все скупили. Понятно, что все это уйдет, скорее всего, на Запад. Да, импреза, хаюшку. Йоу, привет. Внеплановый стрим, просто вопросы. На черном фоне. Чем жанры и фотоаппараты связаны, и зачем это вообще нужно? Что такое однолицево? А это кто смотрел мои видео, влоги, у меня есть такой у меня архетип, который не желает слушать доводы разума, имеет какие-то особенности восприятия. И он простым языком объясняет. Адепт и мастер дзен, можно сказать. Ламповый фотоаппарат на колесиках с железным шасси. По поводу узкоспециализированных камер, универсальных камер, камеры, заточенные под конкретный жанр, продать будет возможно. Вот это основные камеры. Вопрос очень тяжелый для любого, в принципе, отрасли, для любой этой отрасли, потому что камеры, которые узкоспециализированы, с одной стороны, если все направление индустриализации движется в пути развития, они нужны. Когда происходит деиндустриализация, такие камеры вообще никому не нужны, представляют собой металлолом. Поэтому, но виток спирали может пройти, и на каком-то витке эти изделия становятся не просто дорогими, а они заоблачно дорогими становятся. То же самое можно сказать про любые жанры там, в моей, там, например, специфике аудио-видеотехники. То есть я всегда повторяю, первые вещи, которые были проданы сразу же, как только убили принца, это были как раз такие изделия. Это кастомные ламповые усилители, это кастомный магнитофон, ну и все остальное. То же самое по, там, не знаю, по фотографии. То есть кто в принципе в теме какой-то технической фотографии или аэросъемки, или знает, что были объективы, которые сделаны специально для космических аппаратов. Несколько лет назад такие объективы появлялись в объявлениях на eBay. Их реально можно было купить. Я уж не знаю, насколько возможно ли было их переправить куда-то из одной стороны в другую, но я когда это увидел, у меня волосы зашевелились. То же самое по, например, буквально там лет 7 назад на рынке у нас в России
человек продавал Нагру, это лучшие в мире ленточные магнитофоны, специализированное назначение для изучения вибраций ракет. То есть, чтобы вы понимали, это магнитофон, который на ленту может регистрировать колебания меньше герца. Это было сделано в 70-х годах. И это можно было за несколько тысяч евро купить такой аппарат. Сейчас я думаю, что не только купить, но даже найти его за десятки тысяч, даже за сотню невозможно. Потому что это на самом деле уже абсолютно единичный экземпляр. Поэтому фотоаппаратами то же самое. То есть посмотреть через там пару-тройку лет, что будет, когда уже закатится множество направлений, да, классической фотографии. Что будет с этими камерами редкими какими-то, да, которые будут все равно востребованы коллекционерами. Не важно, что они будут на полке у него там стоять, у них, или там просто в сейфе лежат где-то на хранении. Но коллекционер это вообще отдельная вещь. То есть коллекционер не пользуется, он просто коллекционер. Поэтому, но тем не менее, в такие периоды происходит иногда, когда коллекционная вещь попадает в руки человека, который этим интересуется, хочет этим пользоваться. И вот тогда начинается самое интересное. Да. Кнопки хорошие. Было очень удобно, писал как человек, а сейчас пишу как свинопас. Ну да. Савельев называет нас гомопадами, да? То есть поколение, которое нажимает на это пад, айпад. Такой термин даже родился. У них восприятие другое. Ну что ж, друзья, я очень рад, что вы посетили мой сегодня домашний стрим. Стрёмный стрим. И все-таки призываю вас объединяться, в первую очередь. Не слушать никого, в том числе и Фавионыча. И искать инструменты, которые пригодны для ваших задач, чтобы эти задачи решить. Ну или, во всяком случае, в дальнейшем, когда вы будете сталкиваться с выбором, чтобы вы обращали внимание на собственное восприятие. И то, что вам говорит кто-то, обращали в последнюю очередь. Конечно, сообщество YouTube, сообщество, в том числе и фотографий, оно дает возможность сейчас совершенно фантастическую. Не только по выбору техники, но и по тому, что вы сами можете найти все в интернете, вы можете сами вбить любой вопрос, получить ответ. Главное, правильно это делать. С правильным настроением, с правильным посылом. Тогда все получится, я думаю, что. И тогда Фавионыч себе тоже сделает какую-нибудь студию нормальную, свет. И будет, наверное, в другом ключе. Но сегодня, видите, я даже сегодня в черном во всем. Но это не значит, что траур. И закончим мы с вами словами моего стиха. Вот. Что же завтра будет с нами? Молодежь все грузит свой смартфон. Я скажу вам, Sigma знает, линзы видят и в iPhone. Сколько бы новинок не пускали, Байера, решеток, Мегагон, Фавионыч вместе верен с вами фотоаппарату с Фавион. На самом деле не только с Фавион. Этот стих вчера мы написали не для тех, кто жаждет похорон. Не для тех. Молодым, чтоб сразу узнавали странный лучезарный фотофон. Спасибо всем, друзья. Кому интересно, заходите на канал, подписывайтесь, как там призывают все блогеры. Ну, а я никого не призываю. Кому интересно, он сам найдет. Мы всех найдем, кто нам нужен. Всем, друзья, пока. До встречи в эфире. Будем останавливаться. Не будем останавливаться на достигнутом. Увидимся. Фотоаппараты стали быстрее компьютера.